Если вы живете в Дубае и ваш ребенок приезжает в школу, то приблизительно это выглядит вот так. С этой стороны идут здания школы. Здесь несколько зданий школы. Есть спортзал большой с террасой, с бассейном, с теннисными кортами наверху. Здесь у вас теннисные корты, беговая площадка. И если вы живете в бординге, да, то есть если вы живете прям в школе, здесь дома, получается, вот находятся прям рядом. Вы выходите из здания школы, идете сюда, и вот так вы попадаете в свой дом. Здесь у вас небольшой садик. Арабские Эмираты сделали огромный скачок вперед в плане озеленения территорий. Суис Дубай не исключение. И посмотрите, сколько зелени. И здесь, кстати, видите, здесь можно посидеть на всяких таких вот модных стульчиках. Вот так можно присесть под деревцем. Классно, классно. Здесь прям за школой есть набережная, здесь можно и покататься на велосипеде, и погулять. В общем, Арабские Эмираты двигаются семимильными шагами вперед. Самое основное отличие, что в прошлой школе, в русской школе, там как-то учителя относились к тебе, не очень. Вот ты не знаешь, тогда это не мои проблемы. А в этой школе на каждого ученика обращают хорошее внимание. Если ты не понял, тебя не объясняют до тех пор, пока ты не поймешь. И вообще отношение учителей к ученикам хорошее. Когда я сюда приехала, я умела только чуть-чуть говорить на английском. Просто обычные фразы, как hello, how are you? Я как-то представляла, что все будет говорить с таким же акцентом, как и русский. А русский акцент, он очень, понятный, его легко понять. В итоге, когда в первый день я сюда пришла, мне было вообще, я практически ничего не понимала. Было так, нормально, сложновато, но я была все равно рада, потому что все равно англоговорящая школа, моя мечта и так далее. А потом со временем я нашла себе друзей, которые тоже англоговорящие. Просто с ними общалась, и английский улучшался. Есть мои друзья из Польши, из Индии, из Канады, вообще из разных стран. Мне так представлялось, это будет как в американских сериалах, там наподобие этого. Но это, в принципе, в реальной жизни так же. I teach business management for diploma program and I teach mathematics for the middle years program. I'm always going to be biased at diploma program. I think business is the best subject by far. It teaches you so many life skills, and look, at the end of the day, everyone works in a business. Business is life though, isn't it? We're always dealing with business every day. You need to understand the fundamentals of business first, which is what we do here. We teach them all the basics, and we get the parents in. They've just been on a visit this week now to one of the local universities to talk about business etiquette and different things that they can be exposed to in the business world. Building and our facilities are truly amazing. They're outstanding. So what we've done is we've made sure that each of our departments and our teachers have their own classrooms. So on the first floor here we have our maths teachers, and then we have our Arabic classes over here. Our next floor is all of our English and Islamic, and then our top floor is all our language teachers, because obviously that then creates collaboration, and one of our core values as a school is togetherness. So we want all the teachers working together to best support the kids. And then this amazing space here, our atrium, you can just see that it's being set up. We're going to have a university fair this afternoon. So we use this for an awful lot of assemblies. The kids use it for their break times, etc. And then we have our science labs down on the ground floor. Then our other building, which is over the other side, it has all our practical subjects. So we have an amazing auditorium. It is out of this world. It's stunning for all our performances, for music, dance, and we're bringing dance in as a subject next year, which would be really cool. And then we have our design labs as well up on the top floor over there. And then I really don't think that anyone could compete with us in terms of our sports facilities, because they're just amazing. Our full Olympic-sized swimming pool, running track, athletics, we basically have it all. Climbing wall, we even have a climbing wall. Сейчас я нахожусь в спортзале. Здесь есть абсолютно все, чтобы заниматься кроссфитом, чтобы делать тренировки, упражнения с весами. Также отсюда можно видеть через окно
Бассейн – это не просто бассейн, это бассейн олимпийского размера, то есть его длина 50 метров. И дальше у вас в спортивном зале есть баскетбольные площадки, и даже у вас есть раннинг-трек, беговой трек, который идет прямо на втором этаже внутри помещения. То есть вы здесь можете тренироваться. И видите, какой большой спортзал. То есть здесь его делят на две части, и получается даже 4 баскетбольных площадки здесь внутри. Смотрите, еще здесь есть беговые дорожки, есть тренажеры для гребли. Да, и вот у нас здесь еще есть тренажеры, крутящиеся, имитирующие скалу. И снаружи у вас есть скала-стена, грубо говоря. Я сейчас поднялся на террасу, и здесь наверху у школы есть еще 2 теннисных корта. Вот один, здесь второй. И отсюда можно видеть футбольное поле, беговые дорожки. И отсюда с террасы, кстати, хорошо видно дома. Это вот как раз-таки и есть бординг-хаусы. Меня зовут София, я учусь в 10 классе. Я пришла в эту школу только в этом году, получается, учусь уже 1 год. И на самом деле это одна из лучших школ, в которых я учусь. Для меня было основным приоритетом это то, что это школа IB, соответственно, после нее я могу поступить в разные страны, то есть в Америку, в Англию, куда, в принципе, я захочу. Английский язык. Также то, что тут двухязычие, то есть я выбрала немецкий, изучаю также немецкий помимо английского. Это основное лобби, то есть тут обычно встречаются на завтрак, на ужин. Мы тут собираемся, делаем ролл-колл в основном. Ролл-колл — это мы собираемся и отмечаемся, что мы в бординге. Далее тут у нас колокольчик, который звенят, чтобы нам обозначить завтрак или ужин. У нас отдельная столовая, то есть шведский стол, очень вкусное питание, очень. Тут мы все собираемся, тут есть огромный телевизор, PlayStation, игры, колонки, то есть очень весело. Мы каждый вечер тут собираемся, общаемся, монополия. Очень красивый вид, то есть мы тут почти каждый вечер. Я занимаюсь спортом, я очень люблю играть в волейбол, также стараюсь научиться играть в теннис. У меня есть blanket permission, то, что я могу выезжать в любой момент, когда я захочу, помимо школьных дней. И, получается, выезжаю, ролл-колл у нас обычно в 9, до 9 нужно вернуться. А если у тебя нет blanket permission, то твои родители отправляют имейл, что, допустим, с 10 утра по, допустим, 9 вечера ты уезжаешь. Вот. С бордингом каждую субботу мы ездим на какие-то трипы, то есть мы ездим в аквапарк, на море, на сафари, в парке аттракционов. Развлечений очень много, то есть каждые выходные. Что еще здесь делается, что может быть интересно детям сейчас и в будущем? Во-первых, ребята, университеты, да, то есть вы поступаете когда в школу, потом вы идете дальше, двигаетесь в университет. В Арабских Эмиратах развивается тема образования очень сильно. Здесь вы можете посмотреть мои видео из Knowledge Park про университеты, из Academic City, академического города. Значит, академический город, его построили на 28 тысяч студентов, и там находятся филиалы университетов со всего мира. Knowledge Park, да, дословно парк знаний, или Knowledge Village еще его называют, деревня знаний. Там находится также корпуса университетов со всего мира. Middlesex, Heriot-Watt, Mordek, австралийские, британские. Да? Представители вузов приезжают также и в школу, и у детей есть возможность общаться с ними лично, а у представителей университетов есть возможность рассказывать о своих вузах. Это тоже очень круто. Так вот, Knowledge Park, да, образование. Вузы строят новые современные корпуса, и высшее образование, оно развивается здесь семимильными шагами. Помимо этого, карьера дальнейшая. Здесь, к примеру, да, построили недавно Media City. Это район, где базируются крупные мировые компании, специализирующиеся в сфере медиа. Дальше Internet City. Internet City, как можно догадаться, это компании, которые отвечают за IT-технологии. Там и Google, и Visa, и BT, и BBC. То есть компании, известные на весь мир. Еще один современный район, который построен совсем недавно, это, конечно же, финансовый район. Dubai International Financial Center.
DIFC. Там базируются крупные финансовые компании, инвестиционные компании. Там же построили, ну, мне это напоминает шоппинг-молл, да, только вместо магазинов там офисы. Международный хаб для инвестиций. И там же на территории Dubai International Financial Center построили крупный центр для стартаперов, то есть это инновационный хаб, где специалисты молодые со своими идеями могут объединяться с другими такими же идейными людьми, работать. И, кстати, в том районе, говоря о будущем и инновациях, находится Museum of the Future, где вы можете увидеть, к примеру, концепт-кары, где вы можете увидеть концепции будущего в космосе, можете увидеть дроны, новую одежду, которая будет в будущем. So basically we're an IB school, so actually every subject in IB has equal weighting, and we do try here to offer a full spectrum of subjects, and particularly with the languages. Bilingualism being our really core value and making sure that we offer subjects in different languages. So currently in our practical subjects we do design, music, drama and PHE. So next year we're going to be adding dance into that. We actually do integrated sciences, so all three sciences are all together for middle years program. Тут, в принципе, такие же предметы, как и в России, но вместо русского языка у тебя английский язык. Кроме этого, мы учим еще дополнительные языки, а именно французский или немецкий, это на выбор, и обязательно арабский, потому что мы учимся как бы в Дубаях. Любимые предметы, я даже не знаю, это очень сложно сказать, потому что у меня много любимых предметов. Особенно математика, английский, арабский. Я выезжаю из школы там в определенное место, и там школа гимнастики. Тренер у нас из Украины, вот, соответственно, прям такие хорошие тренера. И я туда ездю, и гимнастика, вот, и тренера, и гимнастки тоже девочки очень-очень хорошие, и на соревнованиях также участвую. Вообще, мне кажется, тут можно всеми видами спорта заниматься, потому что тут просто все есть. И баскетбол, и волейбол, и плавание. Да, мне нравится тут жить, потому что учителя хорошие, так скажем, преподаватели. Девочки тоже хорошие, добрые, и атмосфера хорошая. Что-то среднее между мамой, воспитателем и учителем, потому что каждый день у нас своеобразные роли. Ну, утром, понятно, то есть мы там отправляем их в школу, потом они приходят после школы, то есть тут уже тогда просто такая неформальная беседа, как был день, потому что все они приходят, им хочется поделиться. Ну, а вечером уже такая более ситуация усложненная, потому что, с одной стороны, им хочется расслабиться, с другой стороны, нужно делать уроки. Многие родители могут переживать, да, как там дети одни, вдруг с ними что-то случится и так далее. В школе очень замечательный security, то есть, наверное, такой охраны я не видела никогда нигде. Любой ребенок, прежде чем он уйдет, он должен спросить разрешение у 3 работников бординга, школы, security и так далее. Мы постоянно находимся на связи со школой, с классными руководителями, с координаторами, то есть, если что-то там, какие-то есть проблемы с неуспеваемостью, то, конечно же, мы сразу же получаем имейл, с ними общаемся, ищем какие-то методы, как помочь ребенку. И, наверное, главное отличие, может быть, от русских школ еще. Если приходит какой-то имейл, он не то что ругательного содержания, а вот он именно такого, что вот у ребенка что-то не получается, что-то сложно. Как мы можем помочь? Я, на самом деле, очень волновалась перед поступлением в школу, куча мыслей, всего остального. Но как только я приехала, со мной сразу все начали знакомиться, сразу у меня появились друзья, хотя я как бы не ожидала, на самом деле. Тьюторы сразу как бы помогают тебе влиться в компанию, сразу ведут тебя в common room, со всеми знакомят, представляют тебя вообще. То есть учителя в школе очень-очень-очень хорошие. Это комната тьютора. На каждом этаже есть такая комната, и они вот сидят. Тьюторы, они помогают нам, они следят за нами, могут наругать, могут похвалить, но они всегда тебе помогут, они заботятся как и о физическом, так и о ментальном здоровье всегда. То есть я могу в любой момент обратиться к тьютору, и он мне поможет в любой ситуации. Эта кухня
То есть помимо завтраков, обедов и ужинов мы можем тут перекусить. Тут есть холодильник, там разные снеки, чипсы. И также у нас есть вот такая вот доска. Обычно мы пишем сюда продукты, которые мы хотели бы. Допустим, мы пишем ягоды или чипсы нам приносят. Ну, вот комната, в общем. Мы ее можем украшать. То есть у меня тут LED light, ну, как бы все так. Да, вообще тут как бы это должна быть кровать и вторая кровать. То есть тут должно жить 2 человека, но из-за ковида как бы я тут сделала диван себе. Здесь я учусь, а тут просто туалетный столик. В общем, все места. Очень много места. У нас есть такое правило, что мы приходим со школы, и с 5 до 6 мы должны открыть двери в комнате и сидеть за столом и учиться, чтобы тьюторы проходили, смотрели, если нужна помощь, подходили. Также вы можете пойти работать в common room, там большой стол. Мы встаем, получается, в 6:30 примерно, в 7, ну, кому сколько времени нужно. Завтрак в 7:30. Потом в 8 часов у нас школа. Школа до 3:30. 3:30 мы возвращаемся, в 6 у нас ужин. И, в принципе, с 6 до 7 ужин, и все. А между этим промежутком у нас фри-тайм, мы можем заняться либо спортом, либо просто отдохнуть. Если ты не хочешь заниматься спортом, ты можешь выбрать, допустим, какие-то активитис, типа учебу. Если не хочешь, можешь выбрать спорт. Когда ребенок особенно приходит к нам в пансионат, в их пакет входит медицинское обслуживание, медицинская страховка. То есть родителям не нужно об этом беспокоиться. Плюс у нас на территории в течение школьного дня обязательно находится квалифицированный врач и медсестра. То есть если, например, ребенок себя утром плохо чувствует, мы сразу же идем к медсестре, к врачу, слушаем рекомендации и так далее. Если что-то происходит уже вне рабочего дня, то у нас 2 квалифицированных работника с медицинским бэкграундом, с образованием. Но обычно мы все-таки, чтобы постраховаться, везем детей в ближайшую больницу, благо Healthcare City вот у нас буквально через дорогу. По вечерам у нас есть специальные спортивные часы. И у нас работает прекрасная девушка, интерн, выписанная из Великобритании. Она с ними проводит время, плюс еще выписывается, каждый вечер приходит еще тренер, который с мальчиками занимается в зале. А на выходных бывает, что мы детей везем в поездки. Ну, наверное, такая самая яркая поездка из последних. Мы ездили в пустыню на полдня. Вообще это было потрясающе. То есть мы там гоняли на машинах, и был прекрасный ужин, и катали нас на верблюдах. Но это вот прям такое, что запомнилось. У нас здесь прекрасный променад еще, самое любимое место, прямо вот вдоль Крика. И бывает, что вечером даже кто на пробежку, кто на велосипеде, или просто ходим гуляем.